Есть ли какие-нибудь шансы у прогульщиков в номинации на Оскар? По сравнению с краем. Ну нет, не от по сравнению прогульщиков, с Краем, в я общем, не сравниваю меньше. абсолютно. Это кино, вот что я здесь могу сказать про прогульщиков, оно все-таки такое СНГ разлива, скажем так. Оно будет понятно нам, понятно соседним республикам, потому что кинематография похожа, проблемы похожи. В общем, мы можем смотреть этот фильм и отчасти узнавать свое время. Для нас это не будет новости. Мы можем смотреть какие-то вещи и понимать, почему это так. А для США это быт Филиппин, это совершенно загадочная страна, непонятное время. Все эти проблемы как-то очень сложны и не ясны просто их истоки и что происходит вообще. То есть за это мы видим обычный, в лучшем случае, какой-то триллер, детектив. Вот. Или могут расчувствоваться главному герою, сказать, что вот такая душа, может им понравится персонаж, и за этот персонаж фильм могут дать себе премию за лучший иностранный фильм. Вот. Но даже если это будет премия, она будет, видишь, такая немножко, не сказать, чтобы несправедливая, она будет дана не за то, за что действительно стоило бы дать этому фильму премию. В отличие от тех фестивалей, на которых действительно получил. Вернемся к сюжету фильма. Да. Хотел бы спросить. Ты всегда говорил о наглядности, о притчивости грузинского кинематографа. Угу. Как ты считаешь, Если выполнен ли этот фильм вот строго в жанре грузинского кинематографа? То есть там, есть ли здесь притчивость, есть ли здесь какие-то отсылки к тому же Йосляне или Абуладзе? Ну, это новое грузинское кино, скажем так. По крайней мере, оно вполне соотносится с теми картинами, которые выходят последние 10-15 лет. И отчасти соприкасается с теми картинами, которые выходят у нас. Как авторскими картинами, вот я имею в виду такими авторскими фестивальными фильмами. Это приблизительно тоже поиск среди реализма, такого натурализма, реализма, при этом попытка как-то выйти на какое-то философское осмысление, и, конечно, акцент на социальных проблемах. И, конечно, опять-таки несовременное время. Очень тяжело снимать фильмы про сегодняшний день. Не просто про 10, 15, 20 лет, про сегодня. Про вот этот год. В США, кстати, такой проблемы нету. Практически все картины, даже авторские, они про этот день. Там даже календарь висит, конкретная дата. Сегодня, вчера, завтра, это там 2010 год, 2007 год. Даже в сериалах, там, в Саут Парке говорят, это как что-то там, это 2007 год. Даже... В каком мире живешь? Да, конкретная даже дата. в сериалах обычных, там, Обычных. президент у них Обама. Всегда там, мы слышим там, какую-то реформу, она тут же на следующий день в сериале. Происходит какое-то действие, происходит какая-то катастрофа, она откликается в картинах. Ну, то есть это максимальное соприкосновение с реальностью. Да, это то, что происходит. У нас режиссеры стараются брать либо провинцию, где время не угадывается, провинция, современный город, там, Энск, который застрял в 90-х. Почему это случается? Не хватает финансирования? Или Нет, что? дело тут не в финансировании, а в том, что снимать про современность самый тяжелый труд. Ну, то есть наши режиссеры, они считают, что художник должен писать для вечности. Я думаю, что они даже не то чтобы считают, что художник должен писать для вечности, но им проще брать тему, которая уже известна, раз, которую уже половина забыли, что там было, два, и ты можешь что-то придумать, потому что сними фильм про сейчас, про этот дом, а все скажут, это ложь. А ты это не учел, я знаю лучше. А снимая фильм про 60-х, уже не все скажут, что это ложь, ты не помнишь.
Я помню лучше. И как бы, снимая про картины тех времен, ну, конечно, режиссер пытается решить какие-то проблемы там сегодняшнего дня. Он их ищет истоки в 60-х годах, 70-х, Ну, то есть он 90-х. размывает временные рамки. Это разминает пытается рамки, найти. и это попытка найти истоки наших сегодняшних бед в прошлом. Но это, с одной стороны, правильно. С другой стороны, мы каждый раз смотрим фильмы из истории. Мы не видим современности. Так что сейчас думает наш режиссер, наш современник о том времени, где мы сейчас живем, в эту минуту? Где фильм, который бы говорил, этот фильм про 2010 год. Про 2010 год в России, про 2010 год в Грузии, про там, 2010 год в Армении. Фильм про 2 там, февраля, 2 апреля. Или про сегодняшнюю дату, про 27 ноября. Да, господи, Олимпус Инферно. Единственный случай, да, опять-таки мы о нем говорили. Это был фильм на горячую злободневную тему. Это был фильм жанра агит-кино. Вот. А картина, которая бы сняла там в то же время месяц спустя или год спустя, и бы не затрагивая напрямую тему про войну, этой картины мы не увидим. Пока, по крайней мере.